Мы сегодня поговорим про будущее криптовалют. Это тот консенсус, который я предлагаю рассмотреть как основной, скорее всего, для криптовалют будущего. Немножко истории. 3 января 2009 года — это тот момент, когда мир изменился полностью. И этот момент никто абсолютно не заметил, но мир изменился, родился биткоин. То есть произошел выпуск биткоина. Самый первый выпуск 3 января. Прошло 9 лет, и сейчас на рынке есть 750 криптовалют. Ну, плюс-минус. 750 криптовалют. Они называются по-разному, у них разные алгоритмы, у них разные языки, на которых их написали, но у них есть что-то абсолютно общее. То, что их делает альткоинами. Они все peer-to-peer. Что это означает? Это означает, что эти валюты для обмена расчета между людьми, между частными сущностями, по сути, client-to-client. Но мир бизнеса и вообще мир, который нас окружает, это не client-to-client, далеко не client-to-client. Это client-to-client, business-to-business, business-to-business-to-client, это government-to-business. Это 8 концепций, которые, по сути, и объединяются в инфраструктуру под названием money-to-market. То есть деньги существуют в рынке. Рынок этот многозначен. Джонатан Джонсон, президент Medici Ventures, сказал: это безумство, что большинство ритейлеров не принимают биткоин к оплате. На это есть очень много аспектов. Почему этого не происходит? В частности, потому что это peer-to-peer. Это основная причина. Но есть куда более глобальная причина. И она заключается в том, что существует очень большой разрыв между миром криптовалют и реальным миром. И наша задача, моя задача, ваша задача, задача любого человека, который в этом рынке заинтересован, это этот разрыв превратить в мост. Как мы этим будем заниматься? Мы создали, команда BK, некое такое понятие, которое мы сейчас активно пропагандируем, которое называется crypto-market. Это когда криптовалюта вливается в рынок реального бизнеса. Давайте разберемся. Традиционный рынок, на котором сейчас существуют криптовалюты, порядка 15 стран, которые так или иначе разрешают хождение биткоина. То есть они говорят на официальном уровне: мы разрешаем рассчитываться в биткоине. Это 15 стран. Это происходит приблизительно так. Вы приходите в магазин, продавец говорит вам: с вас $15. Сколько-то в BTC. $15 разделить на текущий курс. Сколько это будет, то можете сосчитать. И продавец то же самое. При этом вы говорите: подождите, а вы по какому курсу считаете? Кракен, Битрикс, Эксмо, какой? Предположим, что вы договорились про курс, и он говорит: у нас такой курс, и мы его не меняем. Хотите — покупайте, хотите — не покупайте. Вы сканируете некий QR-код, переводите сумму, ждете 10 минут, 30 минут, час, деньги дошли. Вы все еще находитесь у кассы. Вам заняться нечем. Вы все еще ждете у кассы. Ваше мороженое растаяло, ваши напитки уже из холодных превратились в теплые. И тут продавец говорит: ой, слушайте, у нас тут курс изменился, вам еще нужно доплатить. Это реально происходит в Японии. Это реально происходит в Японии. И это повод для того, чтобы не пользоваться такими платежами, либо пользоваться ими из разряда спросить у продавца: это фиксированный курс, или он через час может измениться? Этот вопрос очень частый в Японии, там, где это нормально рассчитываться биткоинами. Что предлагаем сделать мы? Должно быть так. Вы приходите на кассу, с вас говорят: с вас $15. Вы говорите: сколько это будет в BTC? Продавец вам говорит: поднесите свой телефон к сканеру. Я не знаю, сколько это будет в BTC. Мне все равно. С вас 15, это стоит $15. Поднесите к сканеру и рассчитайтесь. Сканер сканируйте QR на вашем телефоне. Все. Спасибо за покупку. Транзакция совершена. Это концепция, которая должна быть. Это должно быть так, чтобы крипта влилась в наш рынок. Для того, чтобы крипту можно было использовать повсеместно. Для того, чтобы можно прийти на рынок и рассчитаться. Но
Мы не можем изменить текущие валюты. Ну, просто не можем. Нужно создавать новую валюту. С совершенно новым консенсусом, с совершенно новым алгоритмом проведения транзакций, с совершенно новым алгоритмом отношения peer-to-peer. Только не peer-to-peer, а уже object-to-object. И вот мы создаем Bcape. Валюта с инфраструктурой. Валюта, которая предназначена для рынка, для расчетов между любыми сущностями. Качество, которое мы закладываем в эту валюту, в эту инфраструктуру, сводится к одному. Это должны быть абсолютно легальные расчеты. Необходимо создать консенсус, который был бы абсолютно легален для тех, даже кто запретил хождение крипты, для тех, у которого нет законодательства под этот аспект. И здесь очень важен вывод Fiat. Это наличие инфраструктуры, быстрые транзакции и простая интеграция со всевозможными вещами, вплоть до того, что быстрая конверсия текущей валюты по курсу будущей валюты. Как работает Bcape? Возвращаемся к тому же примеру. B2C расчеты. Мы приходим в магазин. Там есть планшет, который подключен к интернету. На нем установлен Bcape, на нем зарегистрирован некий каталог товаров. Приходит покупатель, показывает, он набрал корзину товаров, показывает свой телефон, на него высвечивается QR-код. Система сканирует этот QR, и она верифицирует его. Система должна понять, что это именно тот кошелек, который нужен. Это не фотография другого кошелька, это не принтскрин, который отправили. Безопасность платежей, безопасность верификации плательщика. Этот скан отправляется в блокчейн. Блокчейн говорит, да, деньги есть. У этого клиента есть деньги, он может оплатить эту сумму. Все. У нас вот эта вся процедура от нажатия на кнопку «Показать QR», вернее, оплатить и поднесение до сканера занимает 1,84 секунды. За 1,84 секунды продавец получает свои деньги. Для примера могу сказать, что когда вы рассчитываетесь картой в магазине, магазин получает ваши деньги минимум на следующие сутки. Оборотность средств минимальная. Если вы делаете платеж куда-то в другое место, в другую страну, до 10 суток будет доходить ваш платеж. И это в мире, в котором деньги существуют тысячелетиями. Мы это делаем за 1,84 секунды. Это розничные продажи. С B2B немножко посложнее. Тот же терминал, тот же Bcape, тот же каталог товаров. Но предположим, что это, не знаю, менеджер по закупкам. Он заходит в Bcape, выбирает некий товар и говорит, я хочу этот товар купить. Система отправляет, давайте назовем это подписанный счет. Есть securities на счете, который и верифицирует этот счет от этого магазина. Именно этому покупателю. Покупатель говорит, да, это то, что мне нужно, по той цене, которая мне нужна. Я подтверждаю платеж. Уходит запрос в блокчейн. Блокчейн говорит, да, деньги у этого клиента есть. Вот, собственно, вот они. И они приходят к продавцу. Сделка завершена. Сейчас B2B сделки оплачиваются, по сути, по сканам платежных документов. То есть вы отправляете счет своему клиенту, он говорит, вот скан платежного документа, что я оплатил. И большинство компаний скажут, это хорошо, но мы подождем, пока к нам деньги дойдут. День, два, может быть, неделя, если вы в другую страну платите.
Только вы заплатите $1000, а дойдет 930. Потому что банк-корреспондент снимет деньги, SWIFT-система снимет деньги, а банк-получатель снимет деньги. И в принципе еще какой-то там внутренний платеж, он снимется. Это проблема текущих денег, которую тоже нужно решать, но на нее никто не хочет решать, потому что никто не предлагает никакого решения. И этот вопрос можно и нужно решать с помощью крипты. Причем я считаю, что этот вопрос может быть решен только с помощью крипты. Плюсы использования именно такой системы, именно системы на блокчейне. Это анонимность сделки. Вас никто не видит, видит только ваш кошелек. Высокая скорость платежа. В розничной продаже 1,84 секунды. И отсутствие необходимости хранить чеки, дата продажи и гарантийные обязательства уже зашиты в вашу сделку. Вы покупаете телевизор, вам выписывают еще один документ, на котором написано дата покупки. Гарантийные обязательства, там, пускай 3 года будет, да, там телевизор Samsung вы купили. Зачем вам еще один документ? К нему степлером добавляют вас чек. У вас 2 верифицирующих документа, которые подтверждают, что вы купили, вы имеете право на гарантийные обязательства. Зачем? Никто не знает. Но так положено. Зачем? Потому что так положено. Точка. В блокчейне сделка хранится со всеми документами о том, точная дата и время, когда сделка была совершена, какой товар был приобретен, есть ли на этот товар какие-то ограничения, то бишь, если на товар есть ограничение 18+, то это тоже будет в сделке. Если на товар есть гарантийные обязательства в месяц, это тоже будет в сделке, в блокчейн-записи. И это невероятно. Но это принцип работы блокчейна. Здесь ничего не нужно придумывать, нужно просто расширить свое видение блокчейна. Для продавца мгновенное получение средств, низкая оплата за транзакции 0,1%. 0,1% это та сумма, которую мы сказали, не должна сделка стоить дороже, чем 0,1%. Не потому, что мы жадные, не потому, что мы волонтеры и все любим делать за бесплатно. Нет. Потому что это та стоимость, при которой бизнес может снижать стоимость своих товаров. Мы говорим 0,1%. Если ты хочешь продавать за фиат, продавай по стандартной стоимости. Но ты можешь продавать за крипту и учти, пожалуйста, что у тебя стоимость транзакции 0,1%. Дай скидку своему клиенту, ты все равно ничего не потеряешь. У тебя все равно стоимость твоего товара, выгоды от продажи товара будут выше. И это совершенно другие отношения на рынке. Я считаю, они более честные. Отсутствие необходимости покупки дополнительного софта. Люди пользуются софтом. По нашим подсчетам, компания сейчас использует мелкооптовое, розничное до 12 всевозможных приложений, которые автоматизируют всего-навсего один процесс. Это бухгалтерия, это служба маркетинга, это там складской учет, это кассы в магазинах. Это везде разрозненный софт. Или они пишут, что его сами инвестируют в это миллионы долларов. Потому что это нужно поддерживать, развивать, обновлять, безопасность и так далее. Возможность получения дополнительной выгоды. Как я уже сказал, 0,1%. Ну и токены, криптовалюты и токены, они растут в цене. То есть можно хранить эти токены и за счет роста курса просто получать дополнительную выгоду. Возможность легального получения средств. Это фишка. Дело в том, что мы, объявляя, что эти сделки должны быть легальными, мы обязуемся проводить сделку переводить сделку в национальную валюту. То есть продавец может сказать, будьте любезны, перечисляйте мне на банковский счет эти деньги. Сделка совершилась, 0,1% ушел, сделка закончилась, деньги ушли на банковский счет клиента. Тут же, по тому же курсу. 0,1% заработала система, все остальное туда. Это в любом случае меньше, чем 9%, которые берет на себя банк за совершение транзакций по карте. 9% теряется при транзакции по карте Visa и MasterCard. Мы говорим 0,1%.
То есть мы в любом случае использование BKB, вот это future currency, гораздо выгоднее и приятнее для бизнеса. И рост прибыли за счет снижения стоимости обслуживания сделки. А инфраструктурное решение очень важно. И если сейчас в целом компания тратит в год на каждого сотрудника на обслуживание, там, на аренду софта или покупку порядка $1500, то мы говорим за каждого сотрудника $5 в месяц. И все. Это справедливая цена за решение. Вот так мы меняем мир. Потихонечку. Что-то мы делаем. Но есть еще одна вещь. Я о ней так или иначе уже говорил, но есть еще одна вещь. 750 криптовалют, которые, к сожалению, не создают инфраструктуру. Каждая из этих криптовалют, она существует в вакууме. То есть, по сути, для биткоина есть только кошельки. Какое решение работает на базе биткоина? Да никакого. Не создают валюты, инфраструктуру для себя. И это потому, что они peer-to-peer. Это все объяснение, других причин нету. Решение, которое мы создаем, оно не peer-to-peer. Это криптомаркет. И мы создаем инфраструктуру. Инфраструктура, которая... у нас уже есть бета. Бета, которая... Я обожаю эту бету, потому что она уже работает у некоторых клиентов с определенными ограничениями, но эти клиенты — это наши друзья, и они эти ограничения там терпят, но они не критичные. Она уже работает. Вот такое вот инфраструктурное решение мы делаем. Оно включает очень крутую CRM-ку, управленческую отчетность, офлайн и онлайн продажи. То есть вы можете продавать за B на сайте, продавать в своем магазине. Платежный терминал. Мы разрабатываем хардверные решения с кэш-керри, который будет принимать и NAL, и безнал, и B. У нас появился замечательный китайский партнер, который говорит, $499, и это решение в каждом магазине планеты. Введение бухгалтерии — это проблема, потому что, по сути, в каждой компании есть две бухгалтерии: официальная и неофициальная. А есть еще третья, которая называется условно амбарная книга. И вот каждый управленец точно знает, что именно в амбарной книге все четко. Вот где-то там непонятно что. В другом управляет бухгалтер. И там вообще черт ногу сломит. Но есть амбарная книга, в которой все понятно. Приход, расход. Вот мои деньги. Мы создаем бухгалтерское решение, которое говорит: да не нужны вам ни первое, ни второе, ни третье. Вот. Это ваш блокчейн. В эту бухгалтерию никто никогда кроме вас не увидит. Это private блокчейн, который хранится у вас в компании. И вы там творите, что хотите. Мы сформируем для вас отчет. По МСФО, к сожалению, пока только. И вы его сможете отправить в налоговую инспекцию. Но если вы не хотите этого делать, ручками, пожалуйста. Все очень просто. Не должны компании быть заложниками ограниченного софта. Бизнес-аналитика. Не буду даже рассказывать, что такое BI. Мы просто это делаем. Это нужная вещь, это все должны знать, кто хорошо работает, какой товар продается хорошо, какой средний чек у товара, какой клиент больше всего покупает, какой товар больше всего возвращает. Для того, чтобы просто владеть своим бизнесом. Складской учет — это тоже нужная вещь, потому что сейчас нет решения, которое можно вывесить на фронт и сказать: вот если вот на фронте есть, к примеру, джинсы там 29-32 синие с потертостями, то они наверняка есть в магазине. Не существует такого решения. И это большая боль больших и маленьких магазинов. Вы можете купить товар, и через некоторое время сказать: а этого товара нет на складе, вот, собственно, вам кэшбэк. Эта проблема существует у всех.
Маркетинг, безусловно, на клиентов, которые находятся в CRM-ке. И наша гордость, которую нас очень просили наши клиенты, это модуль HR. Без этого реально никак. То есть если это продавец, он должен быть продавцом. У продавца должна быть зарплата, у продавца должны быть KPI, сколько он продает, какой у него план продаж в деньгах, план продаж в товарных единицах. Это должно у него быть. То же самое у секретаря или там другого, насколько он там много задач и качественно, насколько он качественно их выполняет. Это все должно быть. Но это все мелочь. Потому что мы говорим, вы можете со своими сотрудниками рассчитываться в B. Платите им зарплату на основе их KPI в криптовалюте. И если этот сотрудник скажет, я хочу легализировать свои доходы, им достаточно нажать одну галочку для того, чтобы эта валюта в день, собственно, выплаты ему зарплаты отправлялась ему на карту. Ну или на банковский счет, не принципиально. Вот такое решение мы создаем. Но это еще не все. Мы проанализировали все блокчейн-платформы, которые есть. И сказать, что мы что-то потеряли, наверное, уже нет. Мы все проанализировали. Самая большая проблема всех блокчейнов — это то, что один блокчейн — это только один блокчейн. Мы точно знаем, что не подходит блокчейн для бизнеса. Для автоматизации одного процесса, как было сказано в самом начале, да, подходит. Для распределенного реестра, для хранения некой базы данных, банковских гарантий вопросов нет. Но для бизнеса не подходит, потому что бизнес размышляет бизнес-процессами. И мы разработали технологическое решение, которое называется BK Multi-Thread Blockchain. Это когда каждый процесс в компании — это один маленький блокчейн. Каждая сделка от начала и до конца — это блокчейн. Найм и увольнение сотрудника — это блокчейн. Установление всех KPI — это все входит в его блокчейн. У каждой сущности в системе есть собственный блокчейн. И этот блокчейн может быть приватным, а может быть публичным. Как я уже сказал, компания может хранить свой блокчейн у себя на серваках. И почему на серваках? Не на серваках, на ноутах. И не нужна инфраструктура мощная, это блокчейн. Да, эта база может занимать 60 гигов, но при среднем объеме винта в 500 гигов это не проблема отвести 60 гигов на блокчейн компании. Вообще не проблема. Смарт-контракты. Мы четко знаем, что текущие смарт-контракты, понятие текущего смарт-контракта — это код, который нужно писать, программировать, тестировать на безопасность, потому что за последние 1,5 года $150 миллионов из-за ошибки смарт-контракта куда-то ушли. Мы говорим, смарт-контракта должен быть интерфейс. Да, очень широкий интерфейс. Но при этом интерфейс, который должен позволять каждому не очень техническому подкованному человеку создавать смарт-контракты. HR-менеджер должен создать смарт-контракт для своего сотрудника. А смарт-контракт должен существовать на сделку, потому что в каждом государстве есть права потребителей, которые необходимо соблюдать. Неважно, вы в фиате торгуете или в крипте вы торгуете, вы обязаны быть честными со своими клиентами. Мы обязаны быть честными. И этот смарт-контракт, его невозможно нарушить, потому что 14 дней на возврат товара и денег, год на хранение данных по финансовой операции и 3 года, предположим, гарантии на объект продажи. Или полгода на аккумулятор или провод. Год на машину. Это обязано быть. Что записано в гарантийных обязательствах, а что не записано, это все должно быть в смарт-контракте. И это все привязывается к смарт-контракту по каждому товару. Есть смарт-контракт на телевизор Samsung. Гарантийные обязательства, что входит в гарантию, что не входит в гарантию. Это смарт-контракт этого товара. Он продается, смарт-контракт телевизора вставляется в смарт-контракт сделки. Вот эта инкапсуляция, это сложный процесс.
Но а как без этого? Ну, это бизнес. Мы продаем свои вещи, мы даем какие-то словесные обязательства. Почему быть словесные обязательства? Безусловно, если мы хотим их выполнять, не записать в смарт-контракт. Просто поставить галочки. И это Beekeep Data Storage. Это не наша разработка, я сразу скажу. Есть замечательная команда Archicoin. Это проект, в котором там, я являюсь ментором и адвайзером. Очень горжусь этим. Они разработали систему, которая будет интегрирована в Beekeep, и она делает невероятное. Она позволяет с файлами в блокчейне работать как с файлами у себя на винте. Искать их, маркировать, копировать и перемещать. Storage не позволяет этого. Storage, Filecoin, отдайте им свои файлы, а потом когда-нибудь вы их заберете. Это хранение, закрытое достаточно хранение. Здесь это дополнительный винт, но он на блокчейне. И стоимость хранения в этом Data Storage в 15 раз дешевле, чем у Google Computing и Microsoft Azure. 0,15 центов за гигабайт. Но вот как бы так. А мы говорим, все должно быть доступно. Мир должен жить на блокчейне, мир должен использовать криптовалюты, и должен кто-то быть достаточно трезвым, чтобы смотреть на этот рынок как на повод для того, чтобы говорить, вот будущее. Вот это Beekeep. Спасибо.